Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. В комиссии Политбюро ЦК КПСС. Не умалять сложностей, не допускать самообмана, не выдавать желаемое за действительное. Таково главное требование, с которым подходит комиссия Политбюро ЦК КПСС, действующая в Армении, к любой проблеме ликвидации последствий беды. Так, после вчерашнего облета ряда сельских районов и встреч с их жителями на очередном оперативном совещании под председательством Николая Ивановича Рыжкова утром 14 декабря были внесены существенные уточнения в общую картину. Выяснилось, в частности, что селений, значительно пострадавших в результате катастрофы, не 28, а 48. И требуется резко увеличить помощь сельским районам техникой, продовольствием, временным жильем. Сообщено также, что под развалинами текстильного комбината в Ленинакане могут находиться еще около 300 человек. На разборку завалов сюда брошены самые мощные краны, большая группа спасателей. Эти и другие данные, характеризующие всю серьезность положения, определили деловой, подчас острый характер совещания. С сообщениями о результатах работ за истекшие сутки выступили министр связи республики товарищ Авоян, заместители председателя Совета министров СССР товарищи Баталин и Воронин, министр Минмонтаж спецстроя СССР товарищ Бакин, первый заместитель министра МВД СССР товарищ Трушин, заместитель председателя Комитета народного контроля СССР товарищ Манаев, заместитель председателя Совета министров республики товарищ Хаджамирян, председатель ВЦСПС товарищ Шалаев. Отмечалось, что в сельской местности еще не восстановлена связь. По-прежнему ощущается недостаток продуктов и товаров первой необходимости. Людям в некоторых селах негде укрыться от непогоды. По распоряжению комиссии в эти районы срочно отправлено 256 автомашин с медикаментами, теплой одеждой, одеялами и продовольствием. Союзному и республиканскому министерствам связи поручено в течение 3 дней развернуть в каждом районном центре передвижные телефонные станции, отремонтировать и подготовить к эксплуатации все кабельные и радиорелейные линии. В районные центры сегодня прибывают 40 автомобилей передвижных станций, еще 56 в пути. В течение ближайших дней комиссия потребовала от Министерства связи СССР и Республики с помощью военных восстановить связь во всех 117 населенных пунктах. За истекшие сутки в Ленинакан, Кировакан и Спитак доставлено 116 кранов разного типа, в том числе тяжелые. Налаживается энергетическое хозяйство. Из 316 подстанций Ленинакана уже восстановлено 75. Половина города освещена. В Спитак, энергосистема которого полностью разрушена, электричество перебрасывается с ближайших подстанций по временным сетям. Восстановлены разрушенные железнодорожные пути на участке Ленинакан-Кировакан. Здесь завершается ремонт контактных сетей, готовится в путь 2 эшелона с техникой. В Ленинакан и Спитак прибыли дополнительные части гражданской обороны для участия в ликвидации завалов и поиске людей. Отряд горноспасателей увеличился до 900 специалистов. Из Ленинграда приехали 90 альпинистов для спасательных операций на зданиях повышенной этажности. Комиссии дано задание обеспечить немедленный вывоз 4000 тонн муки и зерна из разрушенного Спитакского комбината хлебопродуктов. В здравницы Кавказа, других регионов страны, уже эвакуированы 12 472 человека. Временно отъезжающие за пределы родных городов и сел женщины и дети обеспечиваются одеждой и питанием, им оказывается денежная помощь. При рассмотрении этого вопроса была подчеркнута необходимость строго пресекать безнравственные попытки всякого рода шептунов и наушников, отговаривать людей от эвакуации, сеять грязные сплетни и панические слухи. Средствами массовой информации республики, МВД, партийным, советским, профсоюзным
и комсомольским органам предложено усилить работу в этом направлении. На заседании была дана резкая и принципиальная оценка деятельности республиканского штаба, ответственного за прием, хранение и доставку пострадавшим грузов, поступающих в аэропорты Армении в виде материальной помощи из страны и из-за рубежа. По-прежнему отмечалось отсутствие должного порядка и организованности в учете и распределении грузов. Поставлена задача ни в коем случае не подорвать, не дискредитировать людскую доброту, человеческое сострадание расхлябанностью, не допустить к общенародному достоянию ни одного нечистоплотного человека, закрыть все лазейки расточительности и хищения. В аэропортах вводится жесткая пропускная система, грузы будут строго учитывать, направлять под охраной на склады соответствующих министерств, а оттуда по запросам в пострадавшие города и районы конкретным, нуждающимся в помощи людям. Ответить на людскую заботу добром и благодарностью, помнить, что случившаяся беда – это еще и проверка чистоты и порядочности каждого человека, как рядового жителя, так и представителя власти, и об этом шла речь на заседании комиссии. Горькую географию беды можно изучать и в палатах клиники ереванского филиала Всесоюзного научного центра хирургии, в котором в течение дня побывали товарищи Рыжков и Слюньков вместе с первым секретарем ЦК Компартии Армении товарищем Арутюняном. Буквально через 2 часа после разрушительных подземных ударов сюда отовсюду начали доставлять пострадавших. Первая помощь пострадавшим. Сложные операции начались немедленно и велись по беспрерывному графику. Об этом рассказал директор филиала, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР товарищ Микаэлян. Расположенный в Москве Всесоюзный гематологический центр оперативно прислал врачам Армении дополнительный комплект оборудования для очистки крови. Аналогичное оборудование поступило из Запорожья. Прибыла бригада врачей из Грузии. Десятки пострадавших после оказания им первой помощи в Ереване отправлены самолетами в Москву, в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас в клинике свыше 600 пострадавших. Работы у медиков много. Члены комиссии Политбюро ЦК КПСС побывали в палатах, беседовали с пациентами. Пострадавшие со слезами на глазах говорили о самоотверженной работе врачей, выражали надежду, что помощь, поступающая в Армению со всей страны, позволит им быстрее выздоравливать в республике, скорее залечить раны, нанесенные безжалостной стихией. В одном из отделов клиники трудятся прибывшие в Армению по решению правительства земли Баден-Вюртембергер ФРГ 5 врачей. Несколько ассистентов и техников обслуживают привезенную ими установку «Искусственная почка». Николай Иванович Рыжков сердечно поблагодарил западно-германских медиков, высказал мнение, что в мире все больше убеждаются, всем народам и странам надо крепить контакты, помогать друг другу в трудный час. Здесь же состоялась короткая беседа членов комиссии Политбюро ЦК КПСС с прибывшим в Армению известным американским медиком Гейлом. Находясь в клинике, товарищи Рыжков и Слюньков интересовались условиями работы медиков, технической оснащенностью. Медицинский центр, рассказали врачи, имеет сейчас все возможности для оказания действенной помощи пострадавшим от землетрясения. Члены комиссии пожелали больным благополучного выздоровления, поблагодарили персонал за самоотверженность, верность своему долгу. Несмотря на то, что с минуты катастрофы идут уже 8-е сутки, спасательные службы продолжают возвращать к жизни погребенных под завалами людей. За последние сутки спасено 20 человек. Из-под обрушившихся зданий извлечено 135 погибших. Общее число спасенных за 7 дней около 16 тысяч. Установленное число погибших за это время 21 775 человек. Госпитализировано 5763 человека. Армянская земля в трауре. Но ни на минуту не умолкает грохот мощной техники, движутся стрелы подъемных кранов,
Люди день и ночь ведут наступление на завалы. Борьба с последствиями стихийного бедствия продолжается. Сегодня наши корреспонденты передали из районов стихийного бедствия в Армении. Прошла неделя со дня катастрофы. И, оглядываясь на эти 7 дней и ночей, следует сказать, мы щадили вас, сидящих у телевизоров, включая не самые страшные кадры в репортаже. Стада пасутся в озимых, и этого никто не замечает. Потеряно все, что копилось, приобреталось годами, и об этом уже не скорбят. И были моменты, жизнь хотелось отдать за простую ножовку, распилить арматурные прутья, но ее не могли отыскать часами в хаосе разрушенных городов. Живые еще есть под обломками, их находят, но это уже не удача спасателей, а аномалия, чудо. И никогда мы уже не узнаем, как постепенно уходили из жизни, в каких мучениях сотни и тысячи, наверное, человек. Как не узнаем имена многих из тех, кого сегодня хоронят, потому что и тех, кто их знал, тоже не оказалось в живых. И еще 2 факта в трагической цепи этой недели. В отличие от тех, кто погиб в землетрясении, количество которых определяется пока приблизительно в 40-45 тысяч, количество и имена погибших здесь известны точно. 68 человек, 9 членов экипажа и 59 пассажиров, военнослужащих спасателей. Здесь должен быть поставлен памятник в будущем. И здесь тоже, на месте гибели югославского самолета, подобно тому, как стоит под Белградом на горе Авала монумент в честь советских военных, погибших в авиакатастрофе. Чем дальше будут уходить от нас события этой недели, тем прочнее будут входить они в историю. Запомним, за сутки 13 декабря доставлено 116 кранов для разборки завалов. Эвакуировано 12 472 человека. Сделано авиарейсов в район бедствия 103 советских, 11 зарубежных. Количество прибывших грузов по дорогам, в том числе и восстановленной железной, исчисляется сотнями тысяч тонн. Николай Иванович Рыжков и Николай Никитович Слюньков побывали сегодня в ереванском филиале Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР. Десятки, а потом и сотни раненых, извлеченных из-под обломков людей, были доставлены сюда в первые же сутки после катастроф. Доставляются и сейчас ежедневно. По 15-20 человек до сих пор каждый день достают из развалин. И чем позже спасены они, тем больше проявляется так называемый синдром сдавливания. Структурные изменения тканей, мышц, омертвление местами, нарушение кровообращения, в результате тяжелое заболевание почек. Это отделение центра специализируется на гемодиализе. Аппаратов искусственной почки было здесь задействовано 8 до дня катастрофы, теперь около 30. Говорят, боль притупляется со временем, не знаю. Все 7 дней и ночей этой недели сплошная боль, не теряющая остроты. И это так естественно, что весь мир откликнулся на несчастье. Из ФРГ доставлено 19 аппаратов искусственной почки вместе с бригадой. Давно приехал? Seit Montag. С понедельника. Но работы много, да? Wo viel zu tun? Ja. Да, это беда. Das ist ein großer Erfolg für uns. Wir machen es gerne. Wir machen es gerne. Wir freuen uns.
Они с удовольствием помогут вам. Большое спасибо. Да, Спасибо. Прилетел сегодня из Соединенных Штатов и известный нейрохирург доктор Гейл, тот самый, что осуществлял в Чернобыле пересадку костного мозга. Для меня большая честь находиться здесь и оказывать по мере возможности помощь. Надеюсь, что в следующий раз мы посчастливится нам встретиться при... Ну что, Александр Львович, много родственников, да? Все стоят здесь, дожидаются. Ну, знаете, наша боль в том, что нам первое время очень мешали работать. Именно родственники, потому что около больных было очень много родственников. Ну, мы как могли справлялись с этим делом. Но сегодня наступил тот день, сегодня уже идут 8-е сутки, когда самое страшное – это возникновение на фоне того синдрома сдавления, который у нас инфекция. Поэтому я просил их, чтобы ни один человек не входил больше к нам в институт. Это не ради Николая Ивановича приезда к нам, чему мы, конечно, очень рады. А это просто сейчас суровая необходимость, чтобы не попала инфекция к нам в институт. Пока, слава богу, у нас нет. Но у нас сегодня 320 тяжелейших больных синдромом сдавления. У нас, понимаете, большая группа работает из института Склифосовского, большая группа из института хирургии Вишневского, большая группа от моего родного научного центра хирургии, возглавляемого академиком Петровским. 18 человек приехали от Гаврила Абрамовича Илизарова с костными переломами и для лечения уже его методом и так далее. Украина дала более 20 хирургов. Грузия сегодня, например, ночью дежурила 18 грузинских хирургов, и которые всю ночную работу грузинские хирурги берут на себя. Потому что коллектив института с первого дня и до сегодняшнего еще не выходил домой. Все здесь бессменно сидят, и все родственники это видят. Что я могу сказать в заключение? Я очень благодарен тому, что сегодня на этот час мы обеспечены всем. Всем абсолютно. Мы ни в чем сейчас не нуждаемся. Надо думать, в вашей богатейшей практике таких моментов не было. Никогда. Хотя я уже почти 40 лет хирург. Спасибо. Это первый случай. Спасибо. Спасибо. Широкий отклик у советских людей нашли выступление Михаила Сергеевича Горбачева в Армении. В редакцию продолжают поступать письма, телеграммы, телефонные звонки, в которых выражается поддержка многим аспектам его выступления. Слов нет, большая беда обрушилась на армянскую землю, пишет в редакцию Венера Ашотовна Шахраманян из Еревана. Нашу боль и скорбь делят с нами все советские люди. Огромную помощь оказывают они в нашей беде, и поэтому обидно и больно, что в такую тяжелую минуту находятся люди, которые, называя себя армянами, даже такое горе хотят использовать в своих корыстных целях. Сейчас каждый житель Карабаха понимает, что настала его очередь помогать, и он трудится, чтобы хоть немного облегчить участь пострадавших от страшного землетрясения. Только рука друга, протянутая в беде, может помочь народу стать на ноги. На ереванском главном почтамте телеграфные денежные переводы, поступающие на счет 700-412, в фонд помощи пострадавшим от землетрясения, сегодня обрабатываются в 2 смены. Дети, коллективы из колхозов, из совхозов, из разных городов. Например, очень много вчера поступили из Приморского края, Владивостока, Мурманска, Магадана, Сухуми, Донецка, Днепропетровска, Киева, из разных сторон. Все страны. Мы благодарны, очень благодарны тем коллективам, тем людям, которые сейчас в данный момент рядом с нами и соболезнуют нам. Вы знаете, есть некоторые слухи, что якобы не все средства посылаемые прибывают. Вот это я сейчас расскажу. У нас есть специальная форма контрольная журнала, который всегда по правилу предусмотрен. Это все как по контрольному журналу проходит. После этого поступают уже бланки подтверждения. Это бланком всегда сверяется, и сумма ни одной копейки никуда не будет потеряться. Через сердца миллионов прошла боль Армении. Нет сегодня другой заботы, кроме той, чтобы помочь, чем только можно, поднять города и деревни, разрушенные катастрофой.
чувствуешь то, что каждый человек хочет долю нашей беды, нашего горя взять на себя. Забыли все, буквально бросились, кинулись, понимаете, помогать нам. Наши все соседние республики и самые дальние. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность. Низкий поклон всем советским людям, низкий поклон. Потому что мы одни это горе бы не вынесли, мы бы эту беду просто не вытянули бы. И сейчас наша цель – помочь живым. Поклон всем людям, спасибо вам. Каждый день, знаете, вот в небе нашем все время, я и дома везде слышу звуки самолетов, летят, летят, летят. Как будто все время говорят, мы с вами, мы рядом, мы вам поможем, мы вас спасем. Вот так вот. В этот момент находятся какие-то кучки людей, которые вместо того, чтобы пойти работать, суметь чем-нибудь помочь, устраивают в этот момент маленькие митинги, какие-то там, не знаю, сборища появляются. Это не есть выражение воли нашего армянского народа. Первое, что я сегодня утром услышал, выйдя из гостиницы, что сегодня, 14 декабря, в Ереване ожидается новая волна землетрясений. Откуда берутся такие слухи? Вы знаете, трудно сказать, откуда берутся такие слухи, но я бы сказал со своей стороны, в этот миг, в эту тяжелую минуту, вместо того, чтобы подбадривать народ, как-то его вести, чтобы народ мог лучше как-то работать, помогать своим братьям, которые сейчас в тяжести, эти люди, не знаю, откуда берут они эту информацию, но это слухи и больше ничего. Я считаю, что сейчас у нас очень огромная проблема. К решению этой проблемы включились не только все братские республики, но и весь мир. Я сейчас считаю, что только нужно заниматься восстановлением Армении, восстановлением тех потерь, которые мы сейчас носим. Каждая наша семья сейчас несет очень большой моральный ущерб, если будет заниматься другими делами. Я считаю, что кроме этой сегодняшней проблемы, другими проблемами заниматься, это и неэтично, и не нужно. Вы имеете в виду вопрос, связанный с Карабахом? Совершенно верно. Но Карабахский вопрос сегодня не стоит на первом плане. Эта проблема существует, но сейчас умные люди должны заниматься другой, более важной, более нужной проблемой для Армении. А вот мнение бакинского рабочего. Его очень конкретно, остро сказаны слова. Сейчас не время бегать за эмоцией. Сейчас нужно наоборот перетупить каждый человек свои нервы, свои эмоции, для того, чтобы наладить обстановку. А потом уже сесть за стол, говорит, как, товарищ, это могло случиться. Виновники, кланы, взяточники, они каждый будет наказан. Никто от этого в стороне остаться не может. Почему? Потому что не должен. Каждый нанесенный ущерб, моральный ущерб, очень долго залечивается. Материальный можно восстановить очень быстро, а вот моральный, который ранит души масса людей, вот прежде всего нам нужно восстановить вот это. Основывается на основании встречи Михаила Сергеевича Горбачева. Его очень простой общенародное разъяснение народа Армении и всему азербайджанского народа, потому что должны тоже сделать для себя урок. Ни в коем случае не поддаваться провокации. Как мы работали, так и мы будем работать. Это же только в нашем 46 человек, составляющий наш кузнечный участок, там находятся представители 6 национальностей. Это разве не радость? Как мы можем обижать друг друга? Мы можем человека потребовать производства, а не национальной принадлежности. Качественная работа – это есть почет рабочего класса. Прежде всего, мы все стремимся для того, чтобы оказать посильную помощь пострадавшему армянскому народу.